Здравствуй, мой дорогой друг, рад приветствовать тебя на канале Гриммера. И сегодня у нас что? То же самое, что и вчера. Правильно, Vampire Survivors. Собственно, что мы с тобой сейчас будем делать? Мы с тобой сейчас идем смотреть, собственно, Лида, новый секретный герой. Значит, он у нас тут вроде как супер-бупер, медлительный чуть-чуть. Но в остальном и целом, как бы да, и у него стартовое оружие эволюционированный жезл, собственно. И мы с тобой сейчас идем, знаешь куда? Ни за что в жизни не угадаешь. Мы с тобой идем на молочный завод, потому что, чтобы открыть второго секретного героя, нужно повстречать сталкера. И я не знаю способов, как убить сталкера, кроме как переехать его тележкой, потому что это работает однозначно. Поэтому, наверное, мы с тобой сюда и пойдем. Сюда мы с тобой пойдем. Возьмем вот эту вот вещь. Ля, слушай. Как приятно играть за какую-то имбалансную паскудину. Я вот сейчас вот тебе так скажу. Очень приятно. Он стреляет вообще просто шобешеный. Только успеваю опыт собирать. С его скоростью сложно. Наверное, нужно будет взять себе эти штучки, крылышки, собственно, нужно будет взять. Мне, кстати, интересно, вот у нас есть эволюционировавший жезл. А можем ли мы либо, во-первых, взять еще один, либо, во-вторых, хотя бы взять том. Потому что, по сути-то, тома у нас нет. Ну, как бы в инвентаре. Но он-то вроде как применялся. Магнитосферу берем, чтобы наше толстое тельце могло собирать все и отовсюду. Вот, чтобы наше толстое тельце толстенькое, да, собственно, могло все это дело подбирать с удобной для нас дистанции. Потому что мне кажется, что его фрейм, ну вот хитбокс, да, его для сбора всего и вся, он как-то не то, чтобы очень соответствует, так сказать, нашему радиусу сбора. Ну, то есть, типа, обычно это как-то те персонажи-то все одинакового размера, и собирают они плюс-минус одинаковой дистанции. Но этот-то сам по себе жирнее. Поэтому мне кажется, что он должен из большей дистанции собирать. Но это не точно. Совсем не точно. Прошу учесть наруч. 10%. А давай возьмем наруч. Давай возьмем наруч. Знаешь, что я тебе скажу? Давненько мы с тобой не собирали там что-то типа ножиков, вот таких вот каких-нибудь приколов. Я думаю, может быть, стоит попробовать. Может быть, стоит попробовать взять ножики. Опа. Ну, как бы сундучок. А почему бы не подобрать? Да? Почему бы не подобрать? Смотри, если мы с тобой берем... Так вот, давай сейчас. Сейчас мы с тобой останавливаемся. Берем с тобой однозначно пистолет второй, да, это вот этот слот. Сюда мы берем, получается, ножики и, допустим, эту, ну, колбу под магнитосферу, да. У нас остается один слот, но после эволюции пистолетов 2 слота. Что мы можем взять в эти слоты? Скажи мне, пожалуйста, на милость. О, мы можем взять, кстати, пустой том. Пустой том можем взять, а давай брать его. Давай просто его брать, что думать, что гадать. Давай просто брать. Это во-первых. Во-вторых, слушай, как комфортно играть вот так вот. Ну, как бы, конечно, это не очень честно, наверное, по большей части, но зато очень приятно. Зато очень приятно. Просто как бы... осадочек вот этот вот от процедуры получения этого героя, она компенсируется тем, что за него приятно играть. Еще и отсутствие какой-либо пассивной способности. Конечно, наверное, если бы у него была еще какая-нибудь пассивная способность, это вообще было бы что-то очень не сбалансированное, скажем так. Ну, типа, прям совсем нечестная вещь. Типа, представь, чувак вот
с таким бешеным бустом на старте игры, плюс ко всему еще и душит тебя какими-то своими этими вот приколами. Это меня бы как монстра, да, как вот монстра, нападающего, собственно, на вот это вот, это все очень сильно бы разозлило. Давай магнитосферу 5-го уровня, чтобы наверняка. Давай с тобой подумаем, что мы хотим взять. Я могу взять еще... Я хочу взять еще... Ну, типа, а почему нет? Ну, то есть... Это будет в 2 раза больше выстрелов жезла. Типа, жезл сам по себе довольно приятное оружие, я бы сказал. А тут будет как бы 2 жезла. Да? Я согласен. И согласен, это очень приятно. Так, ну вот эти 2 слота у нас заняты. 3-й потенциальный слот. Чем мы с тобой займем? Скажи мне. Давай возьмем топор. Давай возьмем топоры. Возьмем топоры. Мы давно с тобой не играли с топорами. Давно. Ну, я, по крайней мере, точно давно не играл с топорами. Поэтому хочу топоры. Что очень хочется топоров-то взять, как бы. И, ну, все, последние 2 слота... А, так, подожди, стой. Последние 2 слота у нас это ножи и склянки, да? Да, это ножи и склянки. Но нам нужен канделябр, получается, да, и тирамису. И у нас есть 1 свободный слот. Что можем взять туда? Что мы с тобой можем взять туда? Наверное, мы можем взять шпинат, чтобы наносить вообще какие-то сумасшедшие цифры урона. Это было бы прикольно. Да? Либо мы можем взять все-таки... Давай ножики возьмем сразу. Либо мы можем взять с тобой не шпинат, а что-нибудь поинтереснее. Вот что-нибудь поинтереснее, что я подразумеваю. Даже не знаю, кстати. Вот что туда можно попытаться подобрать? Ну, крылышки, наверное, просто чтобы... Потому что, ну, посмотри, какой он медленный. Потому что, конечно, из-за размеров модельки кажется, что он такой медленный, но, по-моему, блин, он типа очень медлительный. Кстати, крылышки. К слову, о крылышках, вот и крылышки. Можем взять крылышки, на самом деле. Давай попробуем для начала наролить то, что нам нужно. Либо то, что у нас есть уже. Прокачивать потихоньку. Да. Пока не будем добирать недостающие слоты. Пока будем брать то, что нам нужно для эволюции. А это конкретно это что у нас? Это у нас, во-первых, канделябр. Во-вторых, тирамису. Возьмем сундучок. Все равно я не верю, что в первых 2 сундучках могут быть эволюции. Хотя, когда я играл за эту Кристину, которая с пентаграммой стартует, я нашел во 2-м сундуке эволюцию. И это было очень приятно. Поэтому мне кажется, что это как-то от удачи зависит. Но на Кристине это было, не знаю, типа приятнее, чем это. Ничего больше, кроме... не могло произойти. Почему, спросишь ты меня, а я тебе отвечу, почему. Просто потому, что эволюционировал я пентаграмму со 2-го сундука, и игра пошла какими-то просто вот шажищами вперед. Ты такой сидишь и думаешь, ё-моё, ты типа, у тебя эволюционировавшая пентаграмма, тебе не нужно больше ничего в принципе, потому что она за тебя собирает опыт, она за тебя делает вообще все. Тебе настолько как бы вот вообще фиолетово все остальное, что ты как бы ощущаешь себя просто царем этого мира, королем, и вот это вот все. Как-то мобов, по-моему, маловато, да? Либо я их всех слишком быстро убиваю, либо их реально мало. Это неприятно. Вот, я, кажется, нашел то, куда нужно применять этот. Канделябр. То самое проклятие. Вот здесь вот его нужно применять. Кстати, подожди, сколько здоровья? 133. Просто КП-бар очень длинный.
И кажется, как будто бы его там миллион, но, как видишь, нет. Так вот. О чем это мы? О чем это мы с тобой говорили? Я забыл. Я забыл, о чем мы с тобой говорили. Собственно, ну, бывает. Дед не выпил таблетки, как ворчать, не знаю. Так вот, игра превратилась просто во что-то ультралегкое. Поэтому, наверное, вот для таких моментов это прикольно, вот эти вот все усиления, усложнения. Но проблема, знаешь, в чем заключается? В том, что все эти усиления, усложнения, они как бы, ну, типа, это довольно ситуативно на самом-то деле. Да? Давай откроем еще один сундук. Сейчас, с другой стороны, блин, нам эволюционировать, типа, 4-5 предметов. Нам 5 предметов эволюционировать. Наверное, не стоит так разбазаривать сундуки. Ну все, мы 3 подобрали. Все остальные будем ждать, чтобы круто заэволюционироваться. Вот. Что ты думаешь? Я понимаю, что ты не можешь мне сказать, но ты можешь мне написать. И я сравню, насколько мои мысли сошлись с твоими. По поводу того, взять ли нам крылышки, либо взять ли нам шпинат. Я, наверное, даже больше к шпинату как-то склоняюсь. Знаешь, типа, кажется мне, что это, ну, более, не знаю, приятно будет вкупе с 2 жезлами. Я, кстати, вот думал сначала, что не видно, но теперь я начал замечать микропроджектайлы и большие проджектайлы. Они работают вдвоем, и это круто. Просто в 2 раза больше выстрелов жезла, это приятно. Как бы, ну вот вроде бы ничего такого и нету, а все равно очень даже приятно. 15%, кстати, у нас с тобой сокращение перезарядки есть врожденное, то есть будет 65. 65 сокращения КД, это прям, ну, я считаю, это довольно-таки великолепные цифры. Мне перестал падать второй этот воробушек, или как его там назвать. Как там эти пистолеты называются. В общем, ты понял. Это не то, чтобы очень хорошо, наверное. Ну, хочется побыстрее. Вот конкретно их хочется в первую очередь эволюционировать, чтобы потом найти склянку и все. И дальше заниматься только тем, чтобы думать об эволюции склянки. Кстати, вот они и подошли. С другой стороны, у нас до сих пор нет тирагису. И это грустно. Я думаю, знаешь, что мы с тобой? Что мы с тобой сейчас... вот и тирагису, собственно. Вспомни солнце, вот и лучик. Мы с тобой эволюционируем это дело. Кстати, когда ты подбираешь предмет... Смотри, он исчезает с карты. Ну, да, я думаю, что мы с тобой сходим за крылышками, как только мы эволюционируем воробья и придумаем последний слот. Да, последний слот, наверное, шпинат, и пойдем пешком за крыльями. Вот и все. Что думать-то? Что бубнеть-то? Да? С одной стороны. С другой стороны, может быть, стоит взять дупликатор. Будет на 2 проджектайла всего больше. Что-то над этим... Я думаю, что это, кстати... Вот дупликатор, мне кажется, очень интересно. Интересной опцией. Ну, урона вроде бы и так должно хватать. А вот проджектайлов много не бывает. Ну, тем более, учитывая то, что как бы они все равно так или иначе отталкивают, да, без чеснока. Это не так сильно заметно, что они прям вот так круто все отталкивают, но тем не менее, нам нужно будет на финальных стадиях начать толкаться. И я думаю, что мы с тобой начнем толкаться просто как бы вот из соображений вред. Кстати, на самом деле я бы хотел сейчас, допустим, эволюционировать пистолеты, после чего взять последний слот, этот дупликатор,
дважды умереть, наролить шпинат. Потому что дважды умрем, Тирагису пропадет. А наролив шпинат, мы получим как бы еще плюс 1 слот, а эволюционировавшие пистолеты у нас останутся. Это же звучит ведь как план, согласись. Звучит, по-моему, как план. Надежный план. Охуенный план, надежный, блядь, как швейцарские часы. Мне кажется, что это прям, ну, заявочка. Для этого нужно эволюционировать сначала пистолеты, а потом умереть. А, ну мы еще... Там же не сразу потратится, еще нужно, да, учесть, что не сразу потратится тирамису. Сначала потратится наш этот... как его? Ты же мне скажу, сначала потратится тот тирамису, который у меня куплен в магазине. У нас, кстати, 2 сундука уже лежит. А мы можем что-нибудь? Не можем, нам по 2 уровня в жезл и 2 уровня в пистолет еще нужно. Ну вот этим, собственно, сейчас занимаемся. Блин, ну как-то вот, как-то я слишком быстро, что ли, все живое уничтожаю на карте. И как-то даже грустно все. Ну типа, ты очень быстро всех убиваешь, как-то очень мало опыта получаешь по ощущениям. Возможно, типа столько же, но ощущение говорит, что меньше. Меньше. 10-я минута, 40 уровень. Наверное, нормально. Ля, как удачно. Как повезло мне, но не повезло им. Бежали минотавры. И просто ребята забежали. Давай призывать просто всякую дрянь, короче. Просто ради опыта дополнительного будем призывать уродцев. Смотри, мы стерли босса просто в секунду. По-моему, так быть не должно. И я бы, конечно, с великим удовольствием, наверное, взял бы этот проклятие и сказал бы, что ну вот теперь будет прикольно. Но зачем мне говнить себе все, если мне и так как бы нормально, прекрасно живется, припевающий. У нас 3 сундука лежит. У нас 3 сундука, и мы не можем ничего эволюционировать, потому что нам падают вот эти вот, ну, типа, нижний ряд. Нижний ряд предметов. Нижний ряд предметов, когда падает, это не очень хорошо. Почему? Потому что, как бы, ну, они не эволюционируют сами по себе, а сундуки нам что дают? Нам сундуки нам дают, возможно, 4 сундука. А, собственно, сундуки нам дают возможность эволюции. Вот сейчас у нас лежит 4 сундука бесхозных, бедных, несчастных. Никто их не любит, не ценит и не уважает. А нужно, чтобы кто-то это делал. Так, вот, 8 уровень еще у пистолета взять. Дайте, пожалуйста. Ну дайте. Ну что, вам жалко, что ли? В принципе. В принципе, вот что я тебе скажу, друг мой. Урона хватает даже без каких-то отбрасываний на самом-то деле. Урона прям хватает. Прям вот даже отбрасывание реально, ну, как будто рудиментарное. А зачем я взял 2-й уровень? Ой, дурак, ой, дурак. Ну ладно. Да господи, ну дайте уже хоть что-нибудь эволюционировать до конца. Вот реально мне просто... Да, конечно. Оба 2, оба сразу. Ну подбери сундук. И у него сама эта... хитбокс такой же, как у других персонажей, просто моделька. Чё, шутка, блядь, что ли? Это что? Это вот что такое? Шутка юмора такая? Я не понял сейчас. Прикол не понят. Мною от слова совсем. Да, мы с тобой, наверное... Не, я хочу дупликатор все-таки, наверное, в приоритете. Первом приоритете. Да, конечно, давай. Еще одну аркану. Нет, конечно, приятно. Но я-то хотел эволюцию. Тем более, что у нас с собой выбор пока что из душ. О! Пойдем. Пойдем. Дурачок. Ты что стал? Иди за мной. Давай, красавец. Поехали. Давай, ну сюда. Давай. Ну спустись. Молодец.
Все, давай, подбираем сундучок сразу. Возможно, наконец-то эволюционируем хоть что-то из двух. Нет, получаем еще одну перчатку, конечно же. Не понял, что вообще прикола. Может, его пассивка заключается в том, что он... Да! Я не знаю. Там нужно было что-то нажимать, я нажимал. Надеюсь, все сработало. По-моему, там что-то типа вверх и пробел. Или вниз и пробел. Ну, у нас с тобой получилось. Надо было, наверное, запаузить, конечно, это дело, убедиться в правильности моих действий, да. Но мне кажется, что я сделал все кошерно сейчас. Возможно, мы с тобой получим его по итогу, а может и нет. Но если даже не получим, то я сейчас просто возьму, пойду, получу его сам и все. Слушай, может быть, реально у него не эволюционируют предметы, я просто, ну, типа, в недоумении легком. Вот реально. Не знаю, чтобы в легком недоумении, я бы даже сказал, я в ахуе. Что происходит? Почему мне не дают мой предмет? Мои два, вот эти два, все, давай, сделай магию. О, ну хоть так. Уже хорошо. Не, ну все, они эволюционируют, и это хорошо. Я просто сейчас вот не понимаю, по какому принципу, конечно, теперь они эволюционируют. Все, у меня ступор. Но это можно сделать, и это хорошо. Слушай, ну прям гигатонны урона полетели. Я себя чувствую царем, королем вот этого вот всего. Ладно, давай, ну еще урона возьмем. Ну а чё бубнить-то? Больше-то ничего не дают. В деле единственный вопрос, а как умереть? Вот я хотел умереть, но кажется, моему грозному плану не сбыться. Я хотел умереть, чтобы слот освободить и взять туда, ну, типа, дупликатор, получается. Давай просто будем пытаться идти на мобов. Не помогает. Это не работает, говорю сразу. Они умирают гораздо раньше, чем я вот это вот с ними делаю. Чем я им вообще хоть что-то тут. Хоть как-то, хоть что-то, хоть чуть-чуть. Не, посмотри, вообще ни в какую. Так, хорошо, дайте мне босса. Мне нужно эволюционировать пистолеты. Хотя сейчас мне кажется, что будет эволюционировать все, кроме пистолетов. Просто потому что. Не так много опыта. Мне кажется, что тут не было никогда так много опыта. Ну, возможно, конечно, что количество мобов, оно не ограничено. И в зависимости от того, как быстро я их убиваю, они просто, ну, спавнятся типа по таймеру. Да. И если я успеваю достаточно быстро убить все отребье в нужном мне, собственно, радиусе, то очень быстро появляются новые того же плана и не появляются совершенно иные до момента, пока мы с тобой не это. Пока мы с тобой, ну, собственно, пока таймер не достигнет, да, там определенного значения. Мне не очень понравилось то, что мы не убили с тобой, что мы убили этого, но, возможно, мы не получили. С другой стороны, я уже, дважды его находил, вот там по гайду кнопки нажимал, и мне чуть ничего не выпадало. Может быть, конечно, на Вики все довольно не очень правильно прописано, а может быть, я просто дурачок. И, в общем-то, непонятно, кто из нас в итоге дурачок. Я считаю, что Вики. Потому что я не могу быть неправ. Это на уровне аксиомы тут вот сейчас прописывается, потому что, ну, как бы, а как иначе? Я перепробовал все способы с Вики, из комментариев к статье, и прочитал еще какую-то вообще левую статью, и что-то мне ничего не сработало. Может быть, я, конечно, ну прям совсем тупой и жал не те кнопки, а думал, что те, но я в это не верю. Просто беру и не верю. А вот докажи мне это. Просто докажи мне это. Не получится. Вот и все.
Кстати, по-моему, вот есть вероятность появления 2 сталкеров как бы за раунд. Мне кажется, что это вполне себе возможный исход. О, рыбий царь, давай. Давай, братец, заканчивайся. Слушай, ну, кстати, несмотря на то, что у нас как бы прям гигатонны урона, эта тварюга очень хорошо держит удар. Дайте мне 3 эволюции, или ты сейчас опять снова все сломается, и ты мне дашь эволюцию и 2 мешка. Это от удачи зависит. Ну, зато теперь мне хотя бы очевидны кое-какие моментики. Ведь как бы да. Теперь я просто, ну, понимаю, что это возможно. Просто, возможно, это зависит прям вот очень сильно от удачи. О, святая вода. Собственно, вот и все. А нам осталось все это дело эволюционировать. Чтобы все это дело эволюционировать, нам просто нужно найти достаточное количество боссов и убить их, и все будет хорошо. И все у нас с тобой будет просто прекрасно. У нас есть 2 жезла. У нас есть топоры, эволюционировавшие уже. Эволюционировавшие пистолетики. Ну, все, мы с тобой просто в шоколаде. Так, я думаю, что... по-моему, нужно было суицидиться об этого босса, потому что, ну, типа, вот этот вот босс, он, ну, я не знаю, какой-то более классный, что ли, там, вот, что-то с ним, какой-то замут, что он просто тут, ну, тупо жирнее, и у него урона, по ощущениям, больше. Может, остальные сейчас будут тупые болваночки. Ну, собственно, нет, об эти болваночки, конечно, тоже можно суициднуться, но не так доброкачественно, как об этого парнишку. Об этого парнишку оно было бы гораздо проще. Мне вот интересно, а есть ли какая-нибудь аркана, да, коли уж, я так понимаю, каждая аркана связана с каким-то основным статом, и по сути, ну, типа, какая-то модификатор стата. Вот и все, типа. Есть ли аркана, позволяющая получать там, типа, удвоенный опыт? Что-то вроде того. Потому что я вот сейчас задумался, а я бы хотел, наверное, поиграть за Имельду. С какой-нибудь арканой на опыт. А может и парой. А? Там, мне кажется, можно получить какой-нибудь гигауровень. Вот реально. Опа, сундук. Видишь сундук? Я вижу сундук. Я не заметил босса, но я вижу сундук. Очень плохо, мне кажется, то, что я могу настолько просто убить боссов. Все, теперь у меня бесконечный поток ножей. Хорошо ли это или плохо, я не знаю. Мне кажется, что это как минимум плюс, что больше урона. Было бы круто, если бы у смерти были бы, ну, типа, адекватные цифры здоровья. В смысле, ее бы можно было бы убить, но собрав, типа, какой-то ультра-дамажный билд. Да, а не вот этим вот пердолингом. Просто, как бы, ты либо пердолишься, страдая какой-то хуйней полчаса, да, в библиотеке, либо ты пердолишься, там, заменяя строки в файлах. Что тот вариант мне как бы не очень прикольный на самом деле. Ну, типа, зачем? Зачем это делать? Это же неинтересно. Вот, с одной стороны. С другой стороны, давай включим указатели пути. Вот, с одной стороны. С другой стороны, как бы, ну, а может, там того и стоит, как минимум. Так, ну, что брать? Деньги брать. Как будто у меня есть выбор. Подожди, крылья я хотел взять. Не, ну мне бы босса. Мне бы босса, чтобы об него убиться. Что об мобов местных я не могу убиться. И, ну, вообще, типа, 0 шансов с ножами слишком сложно будет. Каждый раз, когда я буду поворачиваться в их сторону и пытаться дойти до них, чтобы об них суициднуться, я буду наносить какие-то просто килотонны урона, и все это будет кончаться очень плохо. Ладно, ну, типа,
Ну, нету и нету. Чё бубнить-то? Давай просто возьмем крылышки, просто чтобы бегать быстрее. Все. А вот и босс. Блять, вот я взял крылышки, а вот и босс. Ну что, вот как это называется? Я считаю, что так быть не должно. Это неправильно по отношению ко мне и всему, что мне ценно и дорого. Вот он просто босс, об которого можно было суициднуться. И он в тот момент появляется, когда я подбираю крылья. Причем, знаешь, то есть, типа, не когда угодно до этого, а вот я подобрал крылья, и босс выходит такой, типа, ну, здравствуй. Как дела, брат? Скучал? А я ему говорю, нет, не скучал, ты просто падла. Зачем ты сейчас вылез, а не раньше? Могли бы нормально пообщаться. Блин, я безумно хочу эволюционировать второй посох. Второй жезл. Мне кажется, это будет безумно стильно выглядеть. По-моему, это будет что-то вот прям, ну, такое прям качественное. Ну-ка. Что если? А что они такие большие? Мне всегда казалось, что они были не такими. Ну, в последнее время, по крайней мере, мне казалось, что они не такие большие. Склянки от этого. Ну все. Ну слушай, типа, как бы все. Мы остановились. Нам с тобой остается в тупую просто ждать босса. Давай скроем пути. И лутануть с него сундук, чтобы заэвольвить это. Ну вот, собственно, босс был где-то здесь. Ты видел? Я не видел. Вот. И все. Не понял. Чё это? Чё это, блядь, такое? А где? А может быть, он не может эволюционировать, потому что у меня уже есть эволюционированная версия. И не может быть двух эволюционированных предметов у одного персонажа. Может быть так? Ну, бля, просто если так, то это охуеть как грустно. Вот реально. Ну, это типа залупа полная. То есть, ты как бы можешь их взять, тебе дают надежду, но потом так по хуям по лбу бьют и говорят, извини, брат, ты тут нахуй это. Пойди туда вот, куда-нибудь. Пойди, выйди отсюда, слышь, блядь. Чё, бычный нахуй. И все. Зачем так делать? Так делать не прикольно. Не по-людски, что ли. О, босс. Ну-ка. Ну-ка, босс. Барён какой-то модный. Мне показалось. Непонятно. Непонятно. Плюс бабки. Видимо, нельзя. Блядь, а за что? Да за что? А за что буллинг-то? Почему я не могу его эволюционировать? Блин, это типа ультра грустно. То есть, как бы... Вы весь прикол мне... Вы сломали мне, вот, да, как бы ожидания от босс-файта, потом ожидания от персонажа, а теперь ломаете еще и фан от двух старулялок эволюционированных. Кто так делает, блять? Ну, типа, ну это вообще реально пиздос какой-то. Мне, типа, очень грустно. Еще вообще узнал, что Тост это, типа, какой-то персонаж с одним хп. И чтобы, ну, типа, было круто, там, за него нужно, там, 200 уровней взять. Это, там, типа, делается с какой-то там арканой, наверное. Мне так кажется. Вот. И все. То есть весь профит персонажа в том, что у него одно хп. Ну, типа, это такой челленджевый перс, наверное, типа, для хардкорщиков. Знаешь, в чем очень большая проблема? Ну, может быть, со мной что-то не так, но мне, допустим, неинтересно себя челленджить здесь. Потому что, по сути, ну, как бы, не знаю. То есть,
игра прикольная. Такой крутой bullet hell. Ты бегаешь, то есть, типа, знаешь, как вечерняя такая игра для тупого релакса очень круто подходит. Но игра для того, чтобы себя челленджить, она пока что, ну, на текущий момент, она себя не оправдывает. Типа, от слова совсем. То есть, типа, я не представляю, что мне нужно, что со мной должно произойти, чтобы я такой просто взял и говорю, я хочу играть за ламу, нет, за тоста, с вот этим черепом, чтобы, ну, прям вообще жопу рвало. Еще и на какой-нибудь челлендж-карте. То есть, типа, зачем? Просто, знаешь, то есть, обычно, как бы, челлендж, он вознаграждается. И ты, как бы, такой, типа, я крутой. Я это сделал, я классный, вот моя награда, да, за то, что я превозмог себя, а вы все нубцы, блядь, сосите болт. А тут ты, как бы, ну, типа, это челлендж ради челленджа получится. Ну, то есть, по сути, меня же за это никак и ничем не наградят. Типа... Нет, 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 нет! Убежать от магнитосферы. Не убежали. Так вот. Типа, ну, то есть, в этом будет примерно 0 профита. Ну, типа, да, это прикольно. Но... То есть, как бы, основной прикол игры... Он, наверное, все-таки вот в этом вот в расслабляющем bullet hell'е, а не в том, что ты, блядь, себе жопу рвешь за персонажа с одним хп, еще и того, что там у всех врагов будет больше у этого хп, и их самих будет больше. Ну, типа, зачем? Мне кажется, это просто бессмысленная такая залупа. По-моему, кстати, вот, по ощущениям, знаешь, у него хитбокс гораздо меньше не просто модельки, да, он не просто типа других персонажей. По-моему, он вообще меньше, чем у других персонажей. Мне так кажется. Это не точно, но вот мне что-то, вот, знаешь, прям гложет. Потому что, ну, мне кажется, что если бы я так летал другим персонажем, ну, эффект, наверное, был бы другой. Почему? Это ему святая вода по сотке там так сносила? Или что? Или я не понял. Деньги. Блин, ну пиздец. Ну как грустно, посмотри, ну залупа же. Типа, блин, то есть, типа, даже то, ради чего создана эта игра, тупой фан. Да, то есть, ну, типа, основная цель игры, реально же, ну, тупой фан, по сути. И она не реализована за счет того, что, блядь, я не могу собрать 2 ультрапулялки в вундервафле. Ну, типа, чё? Еще, чтобы смерть получить, нужно пердолиться. Типа, да. Типа, сама по себе игра прикольная. Просто... чувствуется, что тут есть штуки ради штук. Типа, да, вот фича ради фичи. И, ну, типа, не одна, в смысле. Несколько. Смотри, он по моей орбите хуячит. Это что за прикол? Да, реально, у меня, по-моему, типа, ну, хитбокс меньше реально, чем у других персонажей даже. По ощущениям. Хорошо это или плохо, ну, типа, херово, но предметы примагниченные тупо по орбите летают. Это, ну, странно. Я бы не сказал, что это какая-то что-то безумно необычное, но, блин, это просто выглядит странно. Типа, чё, какого хера они летают по орбите вокруг меня и не присасываются. Посмотри, сколько урона мы наносим. Просто посмотри, блядь, просто посмотри. Ну, пожалуйста, ну дайте. Ну, игра, ну. Бля, ебать ты душная хуй лучше, а не игра, вот реально, блядь. Кстати, 9000 собрали за заход. Ну, неплохо, мы довольно быстро апнули все, что нам нужно.
То есть это дело прокачали и просто типа 10к денег. А нам еще бегать пару минут. А мы потом там еще умрем несколько раз, и нам дадут типа 800 денег. А? Как тебе план? По-моему, неплохой. Слушай, а вот есть у него такой дебильный хитбокс. Вот сейчас, внимание, вопрос. Каково смерти с ним, собственно, воевать? Как думаешь? Ну, типа... Может, она просто прилетит и не сможет мне ничего сделать? Будет забавно. Пошел босс-раш. Началась стадия босс-раша, собственно. Как обычно. Не, ну в принципе, типа, если вот я напрямую втыкаюсь в этих боссов, то, ну, как бы они, да. Они что-то даже делают. Ну все, просто становимся в гигалужу и стоим. Стоим так 1,5 минуты. Стоим 1,5 минуты и рассуждаем, а нужно ли оно вот это все. Знаешь, что мне кажется, друг мой? Посмотри, что они как бы летят, но как бы просто хуячат по орбите и не всасываются в меня. Так вот, что я думаю? Что я тебе хотел сказать? Хотел сказать тебе, что не вижу, наверное, я пока что смысла выпускать нам с тобой ролики дальше по данной игре, ну, до момента, наверное, каких-то приколов. Я буду отслеживать какие-то вот прям прикольные приколы, да, и как только прикольные приколы будут происходить, буду тебе сообщать. Потому что на текущий момент, наверное, я буду их заранее проверять, чтобы не получилось, как вот с этим вот молодым красивым. Потому что, ну, типа, блин, ну это отвратительно. Ой-ой-ой, меня сейчас еще и убьют. А за что? За что убивать-то? За что убивать-то? Ну, ничего, кстати, живая. Отталкивания все равно не хватает, кстати. Вот что я тебе скажу. Ну, посмотри, просто легкие уроны там летят. Просто сотни тысяч миллионов. Ну, наверное, я бы хотел взять еще 2 типа дополнительных этих. Проджектайла. С дупликатора. Просто почему? Да просто потому, что как бы это прикольно. Это было бы прикольно. Как минимум. Ну все, давайте, исчезайте. Давай. Сейчас прилетит смерть. Мне просто интересно, попадет ли она по мне. Попала. Попала с первого раза. А ну-ка, оживиться. Ну-ка, поехали. Не, все. Ну, а для нее я как бы, да. Но она, видимо, всегда в мою нулевую координату лупит. И поэтому, скорее всего, ей это не составляет вообще никакого труда. 10 миллионов урона мы нанесли нашими гигапистолетами. Если учитывать еще его цифры до эволюции, то 11. Самый высокий урон в секунду получился у груши. Ну, груша, кстати, вот чуть-чуть прям не достала. Всего 1 миллион, посмотри. Хотя, ну, типа, вот я думаю, да, эволюционировали бы мы его, и было бы, ну как бы, и насрать, наверное. Типа, непонятно. Давай зайдем, глянем быстро сюда. Нет. Снова мы сделали что-то не то. Снова я, может быть, упустил момент. Ну и ладно. Ага, смотри, экстренное включение. Что у нас тут? У нас тут Тоастие. Собственно, когда он появляется, да, вот как ты успел увидеть чуть-чуть раньше, да, в правом нижнем углу экрана, нужно нажимать именно стрелочку, кнопочка, стрелочка плюс Enter, стрелочка вниз плюс Enter. И ты такой берешь и спамишь, и получаешь вот этот вот кусок бесполезности. Зачем он тебе нужен, я не знаю. Но у него очень большой потенциал. Сможешь шапнуть 200 уровень, возможно, будешь классным. На этом все, продолжай. Играть мы за него, конечно же, не будем, потому что... А зачем?
Вот. И все. С тобой был Гример. Ты пока что иди в комментарии, пиши комментарии, что думаешь еще по поводу вот этих вот всех приколов. Зачем у меня забрали веселье с 2 киберпалками, я не понимаю. И, может, ты мне расскажешь и пишешь. Вот. А также не забудь поставить лайк под видео, собственно. Да, подписаться на канал, если не подписан. С тобой был Гример. Увидимся в следующих сериях.